пациентки. КТ изначально делалось для ортодонтической диагностики, и заключение было выдано по этой области, но стоматолог-терапевт увидела на КТ многочисленные кисты, скрытые кариесы. Зубы с кистами рекомендованы к удалению и дальнейшему протезированию. Необходимо получить заключение именно о состоянии зубов, каналов, корней и наличии воспалительных процессов. Компьютерная томография верхней и нижней челюстей. Пациентка 38 лет. Дата рентгенологического заключения – 27 апреля 2022 года. На серии КТ-изображений в 3 проекциях визуализируются структуры челюстно-лицевой области. Верхняя челюсть. Справа. Пневматизация верхнечелюстной пазухи сохранена. Слизистая нижней стенки не утолщена. Альвеолярные бухты выражены умеренно. 11, 12, 14, 16 зубы – состояние после эндодонтического лечения. Каналы до верхушки заполнены пломбировочным материалом. В периапикальной области 11 зуба определяется участок деструкции костной ткани по типу кистогранулемы размером 5-6 мм. Определяется 3 фрагмента пломбировочного материала размером до 1 мм. 15 зуб отсутствует. По контактной 16-17 поверхности 16 зуба признаки дефекта пломбы. В периапикальной области переднего щечного корня признаки гранулемы размером 2-4 мм, расположенной под нижней стенкой ВЧП, не смещающей ее и не проникающей в полость ВЧП. 17 зуб – пломба по жевательной поверхности. Пульпа и каналы интактны. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. Слева. Пневматизация верхнечелюстной пазухи сохранена. Слизистая нижней стенки диффузно утолщена до 3-5 мм. Альвеолярные бухты выражены умеренно. 21 зуб – состояние после эндодонтического лечения. Канал до верхушки заполнен пломбировочным материалом. В периапикальной области гранулема размером до 3,5 мм. В области вестибулярной кортикальной пластинки определяется фрагмент пломбировочного материала размером до 2 мм. 22 зуб – состояние после эндодонтического лечения. Канал до верхушки заполнен пломбировочным материалом. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. 24 зуб – признаки кариеса по контактной 23-24 поверхности. Пульпа и каналы интактны. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. 25 зуб – пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Каналы и периапикальная область интактны. 26 зуб – признаки кариеса по жевательной поверхности. Нельзя исключить проникновение в пульпу. Каналы интактны. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. 27 зуб – ретенция, дистопия. Нижняя челюсть. Справа. 47 зуб – состояние после эндодонтического лечения. Третьего канала до верхушки заполнены пломбировочным материалом. В периапикальной области между корнями имеется участок деструкции костной ткани по типу кистогранулемы неправильной формы размером до 5 мм. Кортикальные пластинки НЧ сохранены, вздутия, деформации не имеется. 46 зуб – признаки кариеса по контактной 46-47 поверхности. Пульпа и каналы интактны. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. 45-46 зубы – пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Каналы и периапикальная область интактны. Слева. 37 зуб – пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. Каналы и периапикальная область интактны. 36 зуб – пломба по жевательной поверхности с проникновением в пульпу. Каналы без признаков эндодонтического лечения. Периапикальная область интактна. 35 зуб – признаки кариеса по контактной 35-36 поверхности. Пульпа и каналы интактны. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. Вздутие и деформации нижней челюсти не выявлено. Нижнечелюстной канал прослеживается отчетливо, стенка не компримирована. Заключение. Признаки осложнения эндодонтического лечения 11-21 зубов, выведение пломбировочного материала в периапикальную область. Кистогранулемы 11-47 зубов, гранулемы 16-21 зуба. Признаки кариеса 24, 26, 35, 46 зубов. Ретенция, дистопия 27 зуба. Врач-рентгенолог Кайзеров Е. В. Вопрос пациентки. Спасибо большое за оперативную расшифровку.
У меня есть вопросы по двум депульпированным зубам. 15-й, на самом деле. Это 16-й, так как 15-й был удален, и 47-й. Нельзя ли их еще раз внимательно посмотреть? Точно ли там нет никаких костно-деструктивных изменений? Мне на эти зубы было указано, как на подлежащие удалению в связи с наличием кист, причем на 47-м якобы эта киста огромная. Ответ рентгенолога Кайзерова Е.В. Спасибо за дополнительную информацию. Теперь картина стала понятней. Дефект удаленного 15-го совсем закрылся, не зная, совсем не видно. На корне 16-го все же есть небольшая гранулема. На корнях 47-го. Долго сомневался, не слишком убедительно, но все же есть кистогранулема до 5 мм. Крупнее ничего не вижу. Пересылаю скорректированное заключение.